edits, and I'll let the gameplay speak for itself. So, you guys can decide whether or not I'm legit after that. Добрых суток, господа. Все мы любим Rivals, ровно так же, как и ненавидим читеров в нем. Особенно в ранкете. Особенно если это последний раунд перед новым рангом. Эти же слова можете слышать от многих других блогеров и стримеров по Rivals. В таком случае, каков шанс, что игрок, ставший архинемезисом в нескольких сезонах, занявший топ-1 по киллам и уровням за всю историю игры, вдруг окажется читером? Если вы, как и я до недавнего времени, скажете число близко к 0%, то не забудьте сказать это Нозни и команде модеров Rivals, чтобы они дружно рассмеялись вам в лицо, указав на сегодняшнего нашего пациента, Swift. Впрочем, обо всем по порядку. Краткий экскурс. Swift. Основной ник Triggerbot Legend. Один из старейших игроков Rivals, заставший все сезоны ранкет, в том числе и нулевой. На текущий момент обладает немыслимым 1 200 000 киллов, а также не менее грандиозным 1805 уровнем на момент написания сценария. По некоторой информации, дружит не только с Нойзни, но и со всей командой модеров Rivals, что еще сыграет свою роль далее. Больше сказать о нем нечего, просто один из олдов и топеров Rivals. Или он был таковым до некоторых событий. Комментарий о том, что Swift читерит, я увидел еще пару месяцев назад под его шортами. Однако не придал этому значения. Такое же пишет и слингшотом, и некоторым другим авторам. Будь то зависть или невнимательность, какая разница? Однако, на днях увидел видео от Брэндона, где он раскрыл, каким образом Swift получает уровни так быстро. Советую глянуть его, ссылка знаете где. Но если кратко, вся суть в том, что при увеличении уровня количество опыта, нужное для получения последующего, увеличивается. А, к сожалению, на вики нет информации, насколько именно. Однако предлагаю посчитать вместе и предположить. Для этого я зашел со своего второго аккаунта и сыграл разок 1 на 1. Вот такие цифры у меня получились. Для получения 59 уровня нужно 443 опыта. За один раунд против чела со 153 уровнем со счетом 5-1 я получил около 80 опыта. На моей основе для получения 229 уровня нужно уже 1525 опыта. Если верить расчетам нейронки на основании 3 чисел, 2 моих и одного от... в общем, сами прочитайте ник, то мы получаем около 1 800 000 очков уровня. Для повышения с 1600 уровня до 1805 уровня, при условии получения 100 очков за уровень, это почти 23 000 матчей. Среднее время которых, скажем, 1,5 минуты. Несложная математика. 22 700 на 1,5, затем делить на 60 и равно 568 часов беспрерывного гринда, или же 23,5 дня. Swift же получил 1805 уровень за 18 дней. И скажем честно, 5 дней вряд ли смахивает на погрешность счета. И как же в таком случае Swift получил свой уровень, вы можете спросить. Помните, я говорил про Нозни и админов? Надеюсь, вспомнили, ибо это и есть ответ. Если верить теории Брэндона в его видео, разработчики уменьшили Свифту порог повышения уровня, что и позволяет ему щелкать сотни уровней как орешки. И кстати, вспоминая то же видео, автор отметил, что он, играя на аккаунте подписчицы, за 2 часа гринда на стриме заработал ей всего 1 уровень. Всего 1. И это используя читы, в чем он сам признался. Изначальный уровень у него был 300, не 1000. Соответственно, я думаю, пересчет на 1700 уровень не нужен. Все и так ясно. Теперь, что касается второй части, обвинений в использовании триггербота. Тут все немного сложнее, и математика тут нам не поможет. Как вы наверняка знаете, обвиняя кого-то в использовании классических читов, будь то aim assist или триггербот, мы не можем быть уверены на 100%, если мы не найдем файл с читаем на ПК пациента или не увидим интерфейс соответствующей программы, что происходит крайне редко. Поэтому, в таких случаях, мы используем наши глазки. Если человек летает и ходит сквозь стену, мы можем быть уверены на 100%, что он читер. Логично, правда? То же самое, если мы видим резкие повороты камеры, только попадание в голову и ни одного попадания в катану. А теперь же, давайте глянем на геймплей нашего пациента. Заметили? Вы скажете, это баг или пинг? Не буду с вами спорить, этот момент не совсем однозначный. Далее покажу отрывок из видео Days. В своем видео она, я не знаю, обвиняет Свифта в использовании триггербота. Справочка.
Триггербот – макрос или программа, активирующая нажатие в момент наведения прицела на игрока и или его часть тела. I'm having a bad day. I'm already mad today. I've been on the block since 6 a.m. and I still ain't get paid. Fuck the trap today. I barely even hit a play. How can I be happy when I still got bills I gotta pay? До записи этого видео для меня Swift был кумиром и уровнем, к которому надо стремиться. Теперь же темный мир вновь показал свою худшую сторону. Я разочаровался в людях. Опять. Да, информации пока что мало, но на основании той, что есть сейчас, я уверен на 99%, что Swift читер. Вам же хочу напомнить, не забывайте критически мыслить и учитывать все существующие точки зрения в споре по возможности. Также хочу отметить, что я не считаю Свифта нубом или как-то пытаюсь его принизить в плане его скилла. Ни в коем случае. Так или иначе, скилл у него есть, и явно лучше моего. Однако, насколько он реален, это вопрос. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Изначально я планировал снять первым видео по ультракилл. Однако новости про Свифта появились довольно внезапно и шокировали меня. А видео по ультракилл требует только записи голоса его редакции, так что оно выйдет на днях. Увидимся.